Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной сегодня Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, особое спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня я подготовила небольшую нарезку новостей. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Начнем с хорошей новости. После сокращения пособий на жилье аж в штуки в апреле 2024 года за год Финляндия сэкономила почти 400 миллионов евро. Но экономия относительная. На жилищных пособиях сэкономили 400 миллионов евро, а выплаты базового пособия Toimeentulotuki выросли на 100 миллионов евро. Но все равно 300 миллионов евро прирост в казну. Еще 57 миллионов евро экономии в год ожидается от перевода студентов с обычного жилищного пособия на урезанные студенческие доплаты. Студенты лишаются права на общее жилищное пособие с августа 2025 года. Но последствия видны уже сейчас. До реформы 2017 года, когда студентов ввели в систему общего жилищного пособия, лишь 40% студентов жили отдельно. После нее уже 60% студентов жили по одному. Теперь все идет в обратную сторону. Студенты снова переезжают к родителям или живут в коммуналках и общежитиях. Сокращение пособий повлияли и на рынок аренды. Несмотря на рост населения в Хельсинки, Турку и Тампере, в городах переизбыток арендного жилья. Новых квартир почти не строят, а старые освобождаются. Многие арендаторы стали не тянуть аренду и переезжают на меньшую площадь к родителям, в коммуналки, в жилье худшего качества. Если арендное жилье не сдается, страдают инвесторы. Ведь жилищные пособия разогревали рынок, государство компенсировало аренду, арендодатели спокойно завышали цены на аренду, получая свой кусок пирога. Сейчас этот искусственный спрос уменьшается, и теперь богатые инвесторы тоже плачут. Для людей, живущих на свои, в урезании жилищного пособия только плюсы. Предложений арендного жилья много, цены снизились и на покупку, и на аренду. Выбор большой. Выбирай, что пожелаешь. Продолжаются жаркие дебаты по поводу оборонных расходов. Новая цель – 5% ВВП. Из них 3,5% – это непосредственно оборонные траты, еще 1,5% – сопутствующие расходы, например, на инфраструктуру и безопасность. Это беспрецедентный шаг, который существенно изменит финансовую картину Финляндии. Для начала давайте посмотрим на текущее положение. В последние годы, особенно после вступления Финляндии в НАТО, страна уже значительно увеличила свои оборонные расходы, превысив минимальный целевой показатель НАТО в 2% ВВП. Например, в 2025 году оборонный бюджет Финляндии составляет около 2,5% ВВП, около 6,5 миллиардов евро. В 2029 году 3% ВВП составит 9,5 миллиардов евро. Если оборонный бюджет достигнет 5% ВВП в 2032 году, то он составит 14 миллиардов евро. Для сравнения, если оборонный бюджет 3,5% ВВП, около 10 миллиардов евро, то бюджет полиции 1 миллиард евро. Основное базовое пособие Toimeentulotuki меньше миллиарда. Проценты по обслуживанию государственного долга 3 миллиарда евро. Социалка и здравоохранение вместе 26 миллиардов евро. Оппозиционные партии, в частности Зеленые и Левый альянс, не спешат поддерживать такую масштабную цель в 5% ВВП и будут ясны источники финансирования. Для Финляндии достижение этой цели будет означать увеличение оборонных расходов с нынешних 6,5 миллиардов евро до примерно 10 миллиардов евро в год. Животрепещущий вопрос: где деньги, ЗИН? Премьер-министр Петтери Орпо из партии Кокомус, национальная коалиционная партия, заявил ранее, что эти расходы не должны финансироваться за счет дополнительных долгов или повышения налогов, а за счет экономического роста и увеличения занятости. Детали, правда, он не раскрыл пока. СДП, социал-демократическая партия и Кескушта,
партия центра заявили о своей поддержке цели НАТО по оборонным расходам, но тоже с оговорками. Председатель парламентской фракции СДП Тютти Туппурайнен подчеркнула, что хотя они и готовы увеличить ассигнования, необходимо провести тщательную парламентскую дискуссию. Туппурайнен также требует разъяснений по поводу того, что именно подразумевается под этими дополнительными 1,5% расходов на безопасность и как правительство собирается это финансировать. Орпо обещал выступить с заявлением премьер-министра по поводу целей НАТО по оборонным расходам после июньского саммита НАТО. После этого заявления в парламенте будет обсуждение, но без голосования. Вопрос решенный. Правительство уже в начале апреля приняло решение увеличить оборонные расходы до 3% к 2029 году. И это решение учтено в плане государственных финансов до этого года. Однако оппозиция опасается, что рост оборонных расходов может привести к сокращению в других сферах. Значительная часть дополнительных средств пойдет на обновление сухопутных войск. Финляндия, например, ведет переговоры о совместной закупке новых бронемашин с другими странами Северной Европы. Ожидается, что НАТО официально утвердит цель в 5% на июньском саммите. Так что, похоже, дебаты о том, как Финляндия будет платить за свою безопасность, только набирают обороты. Финляндия хочет тратить на оборону до 5% ВВП к 2032 году, заявил премьер-министр Петтери Орпо. Сейчас этот показатель 2,4%, а значит расходы вырастут почти вдвое. Но как именно их покрыть, Орпо не объяснил. Он отверг новые займы и повышение налогов и пообещал, что все сделает экономика. Финские экономисты не согласны. Профессор экономики из Хельсинского университета Ропе Уушитало жестко критикует подход. Трудоустройство и рост ВВП – это красиво звучит, когда не хочешь говорить правду. Платить придется либо налогами, либо урезаниями, заявил он. По расчетам, один дополнительный процент ВВП на оборону – это около 3 миллиардов евро. При этом в стране растут и другие расходы на здравоохранение, соцподдержку, инфраструктуру. Экономист Päivi Puonti из ЭТЛА, это Институт исследований экономики и бизнеса Финляндии, заявляет, экономический рост не гарантирует, что оборонные траты удастся покрыть без новых долгов. Ропе Уушитало напоминает, нет отдельной казны для армии и для всего остального. Все идет из одного бюджета. Хотим больше танков? Тогда меньше школ. И это нужно честно сказать. Финляндия сейчас единственная страна еврозоны, которая одновременно нарушает оба ключевых правила ЕС по долгу и дефициту, но при этом не несет никаких последствий. Это не просто исключение, это целая тенденция, которая длится не первый год. Вернемся в 2017 год. Тогда премьер-министр Петтери Орпо был министром финансов, а Финляндию едва не поставили в ЕС на карандаш за нарушение правил Евросоюза. Нарушений было 2. Государственный долг Финляндии составлял 66% ВВП при разрешенных в ЕС 60%, и дефицит государственного бюджета превышал разрешенный ЕС 3% ВВП. Европейская комиссия тогда рассматривала возможность применения к Финляндии процедуры чрезмерного дефицита, но этого не произошло. Комиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московичи похвалил серьезные отношения финского правительства, хотя и признал, что страна не вписывалась в рамки рекомендаций ЕС. 8 лет спустя, в июне 2025 года, ситуация значительно ухудшилась. Долг Финляндии превышает 85% ВВП. Дефицит бюджета в 2024 году составил 4,4%. И по прогнозам комиссии останется свыше 3% как минимум до 2026 года. И что же, комиссия ЕС снова рассмотрела вопросы применения санкций и снова пришла к выводу – не стоит.
Финляндия оказалась единственной страной еврозоны, которая в прошлом году нарушила оба правила, но избежала процедуры чрезмерного дефицита. В то время как, например, Румынии угрожает замораживание финансовой помощи ЕС за аналогичные нарушения. На этот раз комиссия не ссылалась на серьезные отношения финского правительства. Вместо этого комиссар Валдис Домбровскис заявил, что Финляндии необходимо пространство для маневра из-за высоких расходов на оборону и слабого экономического роста, вызванного войной на Украине. Это интересное объяснение, учитывая, что раньше Финляндия сама активно выступала за ужесточение этих самых правил, предлагая автоматические многомиллиардные штрафы для стран-нарушительниц. Изначально эти правила были разработаны после финансового кризиса для предотвращения накопления долгов странами еврозоны. А Финляндия и Германия были ярыми сторонниками жестких санкций против нерадивых южных стран. Бывший министр финансов Юрки Катайнен говорил в 2010 году: если долг большой, то его размер должен сокращаться, а нельзя просто продолжать брать новые займы. И даже говорил о необходимости автоматических санкций для сокращения долга. Тогда Финляндия полагала, что штрафы сдержат рост долга стран Южной Европы. Теперь же проблема задолженности стала острой для самой Финляндии. По прогнозам Министерства финансов, государственный долг Финляндии превысит 100% ВВП примерно к 2036 году. До этого комиссия ЕС успеет оценить состояние государственных финансов Финляндии еще около 10 раз. В общем, правило ЕС, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Замечу только, что правительство Финляндии изо всех сил старается удержать инфляцию меньше 3% в год, иначе государственные заимствования будут предложены уже на других условиях и под другой процент. Пока Орпо рисует радужные картинки будущего, число банкротств компаний достигло самого высокого уровня за последние четверть века. В мае 2025 года было инициировано 285 процедур банкротства, что на 15% больше, чем годом ранее. Количество банкротств уже в 2024 году стало рекордным для всего 21 века, превысив 3000 случаев. В среднем в 2024 году банкротилось более 250 компаний ежемесячно, а в 2025 году почти 290 банкротств в месяц. Для сравнения, в 2020 году было всего 1818 банкротств. Это означает, что менее чем за 5 лет темпы банкротства увеличились вдвое. Этот углубляющийся кризис банкротства – прямое свидетельство слабости финской экономики, которая стагнирует с 2022 года. В первом квартале 2025 года экономический рост Финляндии также оставался на нулевом уровне. Индекс деловой активности Ilmarinen показывает негативную динамику почти 2 года подряд. В апреле 2025 года спад затронул почти все секторы. Особенно сильно пострадали социальные и медицинские услуги – минус 4,5%, сфера размещения и общественного питания – минус 4,5%, строительство – минус 3,6%. Эти данные однозначно указывают на сохраняющееся серьезное давление на финский бизнес и экономику в целом. Не всем известно, но Финляндия является одним из крупнейших мировых поставщиков контрацептивов. Фармацевтический гигант Bayer запустил новую производственную линию в Турку. И теперь внутриматочные спирали будут производиться здесь тысячами ежедневно и экспортироваться в 130 стран мира. Первые партии продукции уже отгружены на международные рынки в начале июня. Производство пока ведется в 2 смены с постепенным наращиванием объемов. Строительство завода стоимостью 250 миллионов евро было анонсировано 4 года назад и завершено позапрошлой осенью. И теперь, после получения всех необходимых разрешений, завод начал работу. Но это еще не все. В Турку уже работает старый завод Bayer, который тоже производит контрацептивы. А теперь с запуском нового производства объемы выросли просто колоссально. Bayer в Финляндии не только производит, но и активно инвестирует в исследования и разработки, ежегодно вкладывая 65 миллионов евро в инновации. Кроме того, Bayer совместно с финской фармацевтической компанией Orion разработала препарат для лечения рака простаты. И только в прошлом году продажи этого препарата принесли 1,5 миллиарда евро
прибыли. Продажи внутриматочных спиралей в мире ежегодно достигают 1,3 миллиарда евро. Bayer Suomi также является одним из крупнейших корпоративных налогоплательщиков Финляндии. В позапрошлом году они уплатили в финскую казну 121 миллион евро. Компания продолжит инвестировать в инновации и развитие. Помимо заводов в Турку, Bayer имеет центры исследований и разработок, а также подразделение клинических исследований в ЭСПО, которое руководит глобальными клиническими испытаниями по всему миру. Директор производственного комплекса Bayer в Турку Томи Пентеля подчеркивает: у нас за плечами огромный успех, и теперь требуется упорный труд, чтобы сохранить эту конкурентную позицию и продолжить преуспевать как в Европе, так и в Финляндии. Власти города Турку, похоже, серьезно озаботились благополучием домашних животных. Дело в том, что цены на ветеринарные услуги настолько выросли по всей стране, что владельцы животных все чаще отказываются от лечения питомцев, потому что ветеринарная помощь им не по карману. Любимый барсик приуныл, а поход к ветеринару равносильно покупке подержанного автомобиля. В результате тысячи животных остаются без необходимого лечения. Все идет к тому, что котик или собачка скоро станут роскошью для богатых. И вот тут Турку дает надежду. Городское управление совместно с местным обществом защиты животных ТЕСЮ прорабатывает весьма инновационное решение. Планируется нанять в общество защиты животных ТЕСЮ ветеринара, который будет работать специально для малоимущих владельцев животных, а город выделит средства на его зарплату. Идея пришла от ТЕСЮ, потому что к ним все чаще обращаются с просьбой о помощи в оплате ветеринарных счетов. Руководитель надзорного отдела Турку Лена Салмиланит подчеркивает, что доступность ветеринарной помощи – это важный вопрос защиты животных. По данным Организации защиты животных Финляндии Suomen eläinsuojelu, все больше животных передается в приюты именно из-за нехватки средств у хозяев. При этом подобные инициативы, как в Турку, больше нет нигде в Финляндии. Так что Турку может стать первопроходцем в этом благородном деле. А мы будем следить за развитием событий. Я уже неоднократно говорила, что Финляндия очень следит за происходящим у соседей в Швеции. И я неоднократно рассказывала о Швеции, о ее проблемах с бандами, о переполненных тюрьмах. И, наконец, хорошая новость. Дополнительные тюремные места нашлись в Эстонии. Швеция договорилась с Эстонией об аренде тюрьмы в Тарту. Общие договоренности достигнуты, и соглашение между властями двух стран будет подписано этим летом. Если Риксдаг одобрит, то первые шведские новоселы появятся в Эстонии уже весной 2026 года. Наверное, шведские заключенные уже учат эстонский и пакуют чемоданы в предвкушении тюремного туризма. Тюрьма будет полностью передана в распоряжение Швеции. Учреждение имеет 400 камер, в которых могут разместиться 600 заключенных. Помещения будут соответствовать стандартам шведских тюрем. Швеция будет иметь свой персонал на месте. Отпуск преступники будут проводить в Швеции. Содержание одного заключенного в Швеции обходится государству в среднем в 11 500 евро в месяц. Швеция будет платить Эстонии 8 500 евро в месяц за каждого преступника. Плата будет индексироваться на 3,5% ежегодно. Это включает все расходы, включая медицинское обслуживание, программы реабилитации и дополнительные меры безопасности. То есть Швеция сэкономит 3000 евро в месяц на каждом заключенном. Это не включает расходы на транспортировку преступников в Швецию и обратно. Взаимовыгодное сотрудничество очевидно. Швеция разгрузит свои тюрьмы и сэкономит средства, а Эстония получит стабильный доход и эффективно использует свой тюремный потенциал. Финляндия внимательно наблюдает за опытом Швеции, потому что в Финляндии тюрьмы тоже стали тесноваты. Настоящее чудо природы случилось в Турку. В специально установленном искусственном гнезде в Турку вылупились птенцы белого аиста. Это событие стало настоящей сенсацией. Это всего лишь второй известный случай гнездования белого аиста в Финляндии.
Орнитолог-любитель Йохан Линден рассказал, что родители активно кормят птенцов, срыгивая им пищу. Пара аистов высиживала яйца по очереди в течение нескольких недель в искусственном гнезде. Однако пока невозможно увидеть самих птенцов. По словам Линден, взрослый аист полностью скрывает их в гнезде. Придется подождать еще 3-4 недели, прежде чем птенцы подрастут и смогут подняться на край гнезда, чтобы их можно было рассмотреть. Гнездование белых аистов в Турку – это чрезвычайно редкое явление для Финляндии. Это всего лишь второй подобный случай в истории страны. Наверное, потепление климата делает Финляндию более благоприятной для этих птиц. Белый аист пока не считается официально гнездящимся видом в Финляндии, в отличие от соседней Эстонии, где обитает от 4000 до 5000 пар этих птиц. Предполагается, что именно оттуда аисты начинают распространяться на север. Предыдущее и до недавнего времени единственное гнездование белых аистов в Финляндии произошло в 2015 году. И тогда птенцы, названные Кинту и Конту, стали настоящими знаменитостями в Финляндии и даже вызвали небольшой туристический бум в муниципалитете Коски. Пока неизвестно, сколько яиц отложила пара аистов в Турку и сколько вылупилось птенцов. Обычно аисты откладывают 2-3 яйца. Также остается открытым вопрос о выживаемости птенцов до момента, когда они смогут летать. Конечно, эта тема теперь будет в Финляндии не менее, а может быть даже более популярна, чем НАТО, оборона и бюджет. Я буду держать вас в курсе. Вообще наблюдение за птицами в Финляндии – это не просто хобби, это целая культура. С ранней весны и до поздней осени тысячи финнов, вооружившись биноклями и фотоаппаратами, отправляются в парки, леса, на озера, болота и морские побережья. Они часами выжидают, чтобы увидеть редких птиц. Во многих местах построены специальные смотровые башни для наблюдения за птицами. Такие события, как гнездование аистов в Турку, становятся настоящими праздниками для сообщества бёрдвотчеров, привлекая внимание не только специалистов, но и широкой публики. Это один из способов оставаться на связи с природой и удивляться чудесам жизни. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!